привет! С вами Ирина и канал My DIY Life. Уже вовсю идет подготовка к Новому году, и многие рукодельные порталы пестрят мастер-классами, посвященными новогодним украшениям и новогоднему декору. И, конечно, я не могла остаться в стороне. Сегодня я покажу вам несколько идей новогоднего декора. В своем сегодняшнем выпуске я вдохновлялась зарубежным опытом. К сожалению, как и во многом другом, в нашей стране в плане декора мы сильно отстаем от Европы, от Америки. Но многие вещи, которые представлены в заграничных интернет-магазинах, они либо слишком дорогие, либо у нас просто их не достать. И сегодня я попыталась воспроизвести несколько идей декора из зарубежных интернет-магазинов, пользуясь недорогими альтернативами. Я взяла за основу товары из всем известного магазина Fix Price, либо просто недорогие китайские товары. Смотрим, что у меня получилось. Очень популярный мотив на Рождество и Новый год – красная машинка или грузовичок, который везет елку. Я встречала их в виде новогодних игрушек, аппликаций, рисунков, а сама решила сделать вполне себе настоящую. Для этой переделки я купила в Fix Price вот такую симпатичную ретро-машинку. Из нее мы сделаем машинку новогоднюю. Для начала красим всю машинку в черный цвет. Если есть, можете взять черный акриловый грунт или просто черную акриловую краску. Не забудьте покрасить диски на колесах и стекла. После того, как машинка высохнет, приступаем к художеству. Раз машинка новогодняя, она обязана стать красной. Красим корпус машины красным акрилом. Здесь уже нужно работать аккуратно, чтобы не залезть на стекла и нижнюю часть машинки. Хотя если у вас какие-то ляпы и случились, их можно просто потом подкрасить еще раз черным. Обратите внимание, я не стараюсь сделать красный цвет плотным и равномерным. Пусть проглядывает немножко черная подложка, это только придаст нашей ретро-машинке винтажного шарма. После высыхания красного подправляем черным огрехи, если где-нибудь залезли не туда, и берем акрил серебряного цвета. Красим легкими мазками фары, стекла, колесные диски и рисуем ручки на дверцах. Наша машинка будет вести елочку. Если есть маленькая готовая, можно взять ее. А я решила сделать елочку из ветки, купленной в том же Fix Price. Откусываем пару хвойных кусочков и скручиваем на проволочку, чтобы елочка получилась погуще. Отгибаем иголки вниз. Пока мы готовили елочку, с ветки осыпалось немного искусственного снежка. Собираем его, берем клей ПВА и наносим клей на крылья, верх капота, крышу, в общем везде, куда бы лег снежок, если бы машинка была настоящая. И присыпаем нашим искусственным снежком. Ну а пока машинка подсыхает, займемся снова елкой. Берем ножницы и делаем нашей веточке модную стрижку, формируя из нее конус. Обвязываем елку шпагатом или другой подходящей веревочкой и пристраиваем на крышу машинки. Привязываем елку к машинке еще на одну веревочку и готово. Конечно, вы можете взять для такой поделки не только новую машинку из Fix Price, а, например, превратить в новогодний декор и старую ненужную игрушку вашего ребенка. Такую машинку можно использовать в настольной композиции, а можно и повесить на елку. Очень популярны в качестве новогоднего декора всевозможные композиции под колпаком. Этот колпак называется клош, и в Fix Price он тоже есть. Называется блюдо для лимона. Думаю, этот фокус видели очень многие. Вот такие подсвечники из Fix Price превращаются в прекрасную ножку для тарелок, блюд и тому подобного. Ну, а у меня та самая лимонница.
Еще прошлой весной я очень хотела сделать клош на ножке, но нигде не могла найти в продаже эти подсвечники, и сейчас они наконец появились. Я склеила клош с подсвечником на прозрачный эпоксидный клей. Это самый надежный вариант. Можно склеить на клеевой в пистолет, но помните, что тогда соединение будет временным и непрочным. Но зато потом можно вернуть ваш подсвечник и клош в исходное состояние. Наносим клей на подсвечник и приклеиваем на него блюдечко от клоша. Пока клей схватывается, важно, чтобы подсвечник стоял на абсолютно горизонтальной поверхности, а то блюдечко может съехать и так приклеиться. Если хочется сделать ножку повыше, можно склеить два подсвечника между собой. Дождитесь, пока место соединения подсвечников хорошо схватится, и после этого приклеивайте блюдечко на верхний. На этом клоше я упражнялась с матированием стекла, поэтому блюдечко у меня матовое. Под такой колпачок можно поместить маленькую елочную гирлянду, пару красивых елочных шариков и даже большую шишку. Ну а я сделала маленький домик, герой моей следующей истории. Когда я первый раз увидела эти домики на Пинтересте, влюбилась в них безоглядно. Их делают из оцинкованной стали и используют на Новый год и Рождество в качестве подсвечников или просто для декора. Они очень популярны в Европе. Конечно, стальные домики делать будет непросто, поэтому я придумала простую и легкую в исполнении альтернативу – картонные домики, покрашенные под оцинковку. Развертки домиков я нашла в интернете. Для простоты я вырезала все стенки и крышу отдельными деталями. Чтобы все детальки были ровные, а прорези аккуратные, лучше вырезать картон канцелярским ножом по линейке. Но в принципе можно и ножницами. Самое приятное, конечно, вырезать окошечки. Они крошечные, но чем больше окошек, тем интереснее смотрится домик. Лучше не делать их большими, чтобы свечка внутри была не так видна. Сгибаем по линейке крышу и трубу. Я наклеила на крышу сверху два кусочка гофрокартона. По-моему, очень похоже на металлический шифер, но можно оставить и гладкую. Все детали я склеивала на клеевой пистолет. Это быстрее и проще всего. Второй домик побольше и более интересной формы. У него пристройка с окошком в форме звездочки. Сначала склеиваем основную часть домика, а потом приклеиваем к ней пристройку. Приклеиваем крышу, также сначала основную часть, а потом кусочек на пристройку. Наконец, в последнюю очередь приклеиваем трубу. Наши домики готовы, можно их покрасить. Для начала я загрунтовала домики черным цветом. Я смешивала черный акрил с серебряным, но в итоге получилось темновато. Лучше берите для подложки темно-серый цвет, будет больше похоже на оцинковку. Маленький домик я покрасила только снаружи, а большой и изнутри тоже, так как у меня был картон с рисунком. В окошке это было бы видно. У меня получился черный дом. Поверх черного цвета я нанесла серебряный. К сожалению, краска серебряного оказалась достаточно прозрачной, и черный очень просвечивал. Так что, повторюсь, лучше первый слой делайте серым, а не черным.
Серебряную краску наносим не сплошным слоем, а хаотичными короткими мазками, чередуя более и менее закрашенные области. Так получится поверхность, похожая на металлическую. Если бы подложка была посветлее, то на этом можно было бы и остановиться. Но у меня домики получились темноваты, поэтому я прошлась сверху еще раз с серебром, такими же хаотичными мазками. Конечно, настоящую свечку в такой домик уже не поставить, а вот светодиодную можно вполне. Ну, или использовать такие домики просто как декор на Новый год. Если хватит терпения, можно склеить целую деревеньку и ставить ее на Новый год на подоконник или под елку. Смотрятся эти домики, на мой взгляд, необыкновенно стильно и особенно хороши в композиции с белым, серебряным и прозрачным декором. И, наконец, я вдохновилась вот этими очаровательными подсвечниками. Их можно сделать и из простых стаканчиков при помощи специальной зеркальной краски. Но краска эта довольно дорого стоит, поэтому, увидев в фикс-прайсе вот такие подсвечники, я сразу подумала, что их можно очень красиво состарить. После нескольких экспериментов я остановилась вот на таком средстве. Это Санита антижир на основе щелочей. Я думаю, что подойдет любое средство для чистки плит с щелочью в составе. Также вам понадобится маленький кусочек губки для посуды. Обрезаем его ножницами, выгрызая небольшие кусочки, чтобы поверхность губки стала неровной и бугристой. Состаривать подсвечник мы будем изнутри. Поскольку средство со щелочью очень агрессивное, думаю, вы понимаете, что делать это обязательно нужно в перчатках. Наносим немного средства на губку и понемногу, аккуратными промакивающими движениями проходимся по внутренней части подсвечника. Особенное внимание я уделяла местам, где есть рисунок. На мой вкус он с головой выдает китайское происхождение нашего подсвечника, и поэтому я старалась его максимально удалить. Постепенно антижир съедает краску с поверхности, и в этих местах наш подсвечник становится прозрачным. Здесь важно не перестараться, а то краски совсем не останется, поэтому не усердствуйте. Лучше потом пройтись повторно по тем же местам, где с первого раза не получилось снять краску. Ну и, конечно, не забудьте после того, как внешний вид подсвечника вас устроит, сполоснуть антижир водой, чтобы ничего внутри у вас не осталось. Кстати, вот с таким подсвечником ничего не вышло. Видимо, он покрыт дополнительно изнутри прочным лаком, который антижир не растворяет. У этих подсвечников очень хорошая форма, и в целом они и так симпатичны, но, на мой взгляд, рисунок очень их дешевит. Я предвижу, что наверняка любители всего нового и красивого сейчас закидают меня тапками, но, на мой взгляд, состаривание придало подсвечникам благородство, и они теперь выглядят точь-в-точь, как из дорогого магазина. Ну и дополнительный бонус – стенки стали пропускать больше света, и теперь эти подсвечники гораздо интереснее выглядят с горящими внутри свечами, чем раньше. А как вы считаете, получилось ли у меня воспроизвести вещицы, которыми я вдохновлялась? Какую вам захотелось повторить? Напишите мне в комментариях под видео. Ну что, надеюсь, вам понравились мои сегодняшние идеи декора. Какие-то из них вы наверняка встречали на просторах интернета, ну а какие-то, я надеюсь, будут для вас новыми, окажутся полезными. Если вам понравилось это видео, то, как обычно, не забывайте поставить большие пальчики вверх, а также подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новые выпуски. Ну а на сегодня все. Всем пока!